Здравствуйте, друзья! В 8-м уроке мы с вами начнем большую тему автоматизации в Home Assistant. Сразу предупрежу, что в рамках одного урока изучить ее попросту невозможно, но начинать с чего-нибудь надо. Поэтому в этом уроке мы с вами рассмотрим структуру, базовые понятия в автоматизациях и рассмотрим простые примеры работы с устройствами. Для тех, кто пропустил 5-й урок серии, напомню, что Home Assistant будет искать автоматизации по пути, который прописан в файле Configuration YAML раздел автоматизации. Я его вынес по принципу сенсоров, свечей и скриптов в отдельную папку, которая находится в папке Includes автоматизации. Напомню, что в таком случае система Home Assistant все файлы с расширением YAML, находящиеся в этой папке, будет проверять на предмет наличия автоматизации. Структурно автоматизации состоят из 3 блоков. Первый блок называется триггер. Он обязателен для каждой автоматизации и содержит в себе перечень событий, которые служат для запуска автоматизации. Для удобства я сделал отдельные текстовые файлы. Ссылки на них будут в текстовом файле урока, в которых я привел наиболее распространенные примеры. Итак, триггер. Триггер в автоматизации один, но он может содержать как одно, так и много правил. Например, запуск или остановка самого Home Assistant. Наиболее применимо, конечно, это старт системы. Автоматизации с этим правилом будут применяться сразу после запуска системы. Доступны опции Start и Shutdown. Следующий пример – это запуск в указанное время, платформа Time. Здесь все просто, автоматизация запустится ровно в указанное в этом триггере время. Есть еще более гибкий вариант на платформе Time Pattern. Например, в таком виде автоматизация будет запускаться через указанный интервал времени. Здесь 30 секунд, здесь 2 минуты, а здесь каждые 3 часа. Далее можно запускать периодически в шаблонное время. В таком формате автоматизация будет запускаться каждый час, когда количество минут достигнет 10, то есть 24 раза в сутки в 00:10, 01:10, 02:10 и так далее. Либо, например, в таком варианте, когда количество часов будет равно 6, то в каждую минуту 6 часа будет запуск этой автоматизации. Здесь можно варьировать так, как вам нужно. В предыдущих уроках мы с вами часто сталкивались с понятием состояния устройства. Оно также может быть триггером автоматизации. Например, здесь автоматизация сработает, когда наблюдаемое устройство, указанное в графе ID сущности, перейдет в статус «Недоступно». Это, кстати, удобный триггер для того, чтобы отслеживать пропадание каких-либо устройств. Здесь наоборот. Платформа состояния будет отслеживать наблюдаемое устройство, которое будет переходить из состояния «Недоступно» в любой другой статус. Здесь тоже часто используемый триггер, когда состояние наблюдаемого устройства будет переключаться конкретно из состояния ON в состояние OFF. Если, например, оно будет переключаться из состояния Unavailable в OFF, этот триггер не сработает. Следующий пример – это нахождение какого-либо состояния в течение указанного времени. В частности, в этом примере платформа State на наблюдаемом устройстве должна перейти в статус OFF и находиться в нем в течение 5 минут. Только в этом случае автоматизация сработает. В качестве триггера могут служить и цифровые показания сенсоров, например, влажности или температуры. Правилом для срабатывания автоматизации будет служить пересечение заданных границ ниже либо выше указанного значения. В дальнейшем у нас часто будет встречаться сущность таймер, которая запускается на определенный интервал времени. По завершении таймера генерируется событие «Таймер завершен». Это также может служить триггером автоматизации. Ну и, конечно, наши устройства, кнопки, выключатели, кубики и так далее могут являться условиями автоматизации. При использовании интеграции ZigBee to MQTT будет использоваться платформа состояний, в которой указывается сенсор нужного устройства и будет отлавливаться его переход в одно из доступных состояний. Перечень состояний для каждого устройства берется из его страницы на сайте проекта. Для удобства я их перенес в этот файл. Например, кнопка Mi, это круглая кнопка, может генерировать состояние одиночного, двойного, тройного, четверного нажатия. Если больше 4 раз подряд, это Many.
также длинное нажатие long и long release. Long release — это то событие, которое генерируется после того, как вы отпустили кнопку. То есть сначала идет событие long, длинное нажатие, потом long release. Кнопка Акара обычно генерирует только два состояния: single и double click. Если кнопка международной версии, она еще может генерировать тройной, четверной, удерживание и релиз. Кнопка Акара 12 модели, которая с гироскопом, может генерировать single, double, тряска, удерживание и отпускание после удерживания. То же самое выключатели Акара на одну клавишу, на две клавиши. Проводные выключатели могут генерировать такие же самые нажатия в режиме decoupled. Это когда клавиша развязана от реле. Выключатель на одну кнопку может генерировать single, на две кнопки генерировать событие нажатия на левую и правую клавишу. Кубик генерирует больше всего состояний. Это тряска, это когда кубик сдвинут после того, как он некоторое время стоял без движения, падение, стук двойной по столу, сдвиг, переворот на 180 на 90 градусов, отдельно поворот в левую и в правую сторону. Для устройств, работающих с шлюзом Xiaomi, есть своя собственная платформа событий, ивентов. Тип ивента называется Xiaomi Akara Click. В нем указывается, какая конкретно сущность, обычно это бинарный сенсор, и какой тип клика. И здесь то же самое. Для кнопки одинарное, двойное, long click press, long click release, hold удерживание. Для кнопки Akara, здесь все перечислено. Для кубика есть своя собственная платформа Xiaomi Akara Cube Action. Здесь может быть переворот на 90-180, сдвиг, двойной тап. Это тряска в воздухе. Это действие то же самое, когда кубик синхронизируется с шлюзом. Это рукой вверх-вниз. Когда кубик двигается после того, как некоторое время был без движения, свободное падение и поворот. Здесь без указания в какую сторону. И отдельная платформа есть для датчика движения Xiaomi Akara Motion. Конкретно это событие генерируется раз в минуту, вне зависимости от состояния датчика. Датчик включен или выключен. Если датчик перепаять, я делал видео на эту тему, то это событие будет генерироваться раз в 5 секунд. Также особенностью выключателей Akara двухклавишных, которые подключены через шлюз Xiaomi, является то, что в системе они определяются как три разных сущности. Вот такой пример. То есть выключатель один, но он имеет отдельно выключатель для правой клавиши, для левой клавиши и для обеих клавиш. И каждая из этих сущностей может являться триггером для автоматизации. С триггерами более-менее разобрались. Давайте перейдем к второму блоку условий. Он не обязательный, автоматизация может работать и без него. Итак, второй блок у нас называется Condition. Сохраняем наши изменения. Открываем. Условия являются дополнениями к триггеру, и после того, как событие запуска произойдет, описанное в триггер, проверяется условие, если оно есть, и автоматизация сработает только если это условие сработает. Этих условий тоже может быть несколько. И если в случае с триггером, которое мы рассмотрели, все правила, перечисленные в его разделе, выполняются по принципу логического или, то есть хотя бы одно из всех, чтобы сработала автоматизация, то в кондишенах по умолчанию действуют правила логического и, то есть одновременное соблюдение всех перечисленных условий. Но если мы применим вот эту вот конструкцию, то можно применять и правила логического или. Также можно использовать гибридную конструкцию. Например, вот в этом примере, в условиях, должно обязательно соблюдаться условие 1, условие 2 и хотя бы одно из условий 3 либо 4. Это такая совмещенная гибридная конструкция. Какие у нас есть примеры условий? В первую очередь это состояние. Выключено. Это позволит использовать один и тот же триггер для разных действий при разных состояниях управляемых устройств. Например, один и тот же клик будет включать выключенное устройство и выключать включенное устройство. Можно указать и время, в котором должна находиться контролируемая сущность. Например, для выполнения автоматизации, например, лампа, которую мы здесь укажем, должна находиться в состоянии включена не меньше 1 часа, либо 10 минут, либо 5 секунд. Платформа Numeric State – это цифровые значения, так же как в триггерах. Например, для сенсоров температуры или влажности. Можно использовать условия
либо ниже, либо выше указанного значения. Если мы их используем оба, тогда будет коридор выше указанного, но ниже второй границы. Дальше мы можем указывать промежуток времени, когда будет работать эта автоматизация. Например, с 16 до 21 действия это будет по клику какой-нибудь кнопки будет одно включение. В другое время это будет какое-то другое включение с какими-то другими параметрами. Дальше мы рассмотрим живой пример. Также можно указывать отдельные дни недели. Вот я их всех перечислил 7, мы оставляем только те, которые нам надо. Нам можно использовать только отдельно условия дней недели, либо совместить вот это условие с временем. То есть если поставить с 4 до 9 и указать, например, четверг, то автоматизация при запуске триггера сработает только с 4 до 9 четверг. В другие дни она работать не будет. И давайте перейдем к третьему блоку. Третий блок обязательный, это блок действий. Вот так он объявляется в автоматизации. Забегая немножко вперед, скажу, что в этой секции тоже можно задавать сложные алгоритмы с условиями, но пока мы рассмотрим самые базовые. Начнем с переключателей. Это и розетки, и выключатели, и реле. Их можно включать, можно выключать и можно менять состояние на противоположное. Также, если нам нужно сделать одно действие, например, включить сразу несколько реле, мы можем их просто перечислить. Обратите внимание на вот этот значок дефис. При указании подряд нескольких равноправных блоков, в данном случае это свечи, перед ними нужно указывать дефис. Я еще буду обращать внимание на это правило. Похожий сервис работает и для светильников. Это домен Light. Можно включать, можно выключать, можно переключать состояние. То же самое можно делать для нескольких светильников. Если мы перечисляем, то ставим впереди дефис. Домен Light отличается от свечей тем, что можно при включении передавать дополнительные параметры. Например, в данном случае при включении светильника мы даем дополнительные параметры включаться, например, при 60% яркости. Вот указание вот этого процент, это именно проценты, до 100%. Если мы не будем указывать проценты, то используется шкала от 0 до 255. А Кельвин, это мы задаем температуру в кельвинах. 4000 это нейтральный свет. Для цветных светильников при сервисе включения мы можем передавать, кроме яркости, цвет. Он варьируется в трех цифрах от 0 до 255. Первый это значение красного, второе это значение зеленого и третье значение синего. Например, 0,0,255 это будет чистый синий цвет, а 255,0,0 это будет чисто красный цвет. Все вот эти коды можно найти при помощи онлайн-калькуляторов, их достаточно много, где в палитре вы просто тыкаете нужный цвет и он вам выводит код вот этот тройной, который вы указываете в автоматизации, и светильник будет светиться именно в том цвете, который вы выбрали. Ну и про таймеры я уже упоминал в триггерах. Это сущности, которые отсчитывают заданный интервал времени, как заданный изначально, записанный в конфигурации, так его и можно задавать вручную при запуске таймера. Например, этот таймер, вне зависимости от того, как он задан в конфигурации, будет запускаться с длительностью в 5 минут. Также таймер можно отменить, таймер cancel. В этом случае, если таймер отменен, он не генерирует событие таймер finish, то есть он тогда не послужит триггером для какой-нибудь автоматизации. Если вы точно не знаете, как включать и выключать то или иное устройство, например, там вентилятор какой-то или еще что-то, либо какую-то сущность типа сцены, либо еще что-то, можно использовать вот такой сервис Home Assistant включить и Home Assistant выключить с указанием сущности. Здесь можно написать, например, и светильник, и switch, они тоже сработают. Также есть сервис для включения скриптов. Плавно подходим к следующей теме нашего урока — скрипты. Их можно тоже запускать в действиях автоматизации. Это запускается скрипт. И если у нас скрипт выполняется долго, его действие можно прекратить сервисом script turn off. Тогда скрипт, указанный в перечне сущностей, будет прекращен. Аналогично работает правило перечислений с дефисом в начале. Итак, раз мы уже задели про скрипты, давайте и поговорим о них. Что же такое скрипт и чем он отличается от автоматизации? Если вы работали в системе Mi Home, то наверняка встречали сценарий с ручным запуском. Скрипты, по сути, то же самое. Это
выделены в отдельные сущности вот эти вот action от автоматизации. Суть в том, что их можно запускать при выполнении правил автоматизации, вот так, либо просто вручную из интерфейса. Также, сделав один скрипт, на него можно ссылаться из множества автоматизаций, не прописывая одно и то же действие несколько раз. Сейчас мы перейдем к примерам, и все станет понятнее. Специально для этого урока, чтобы легче было искать, я создам новый файл в папке автоматизаций. Переходим в нее. И создам его. И назову его Unit 8 по имени урока. И все автоматизации, которые мы рассмотрим в этом уроке, будут в нем. Итак, начнем. Каждая автоматизация должна иметь свое имя. Это строка ls. Помним про правило дефиса. Он ставится в начале каждого равноправного блока. Вот он. В данном случае в первой строке кода автоматизации, чтобы отделить ее от других. Имя вот это произвольное. Можно писать его, конечно, и кириллицей с пробелами, система сама его транслитерирует. Но я рекомендую писать тут сразу в формате технического имени. Маленькие буквы латиницы с нижними подчеркиваниями вместо пробелов. Точки использовать нельзя. Потом просто будет легче искать ее в системе. Следующая строка — это состояние автоматизации при запуске системы. Если мы указываем состояние true, то в момент, когда система запускается, Home Assistant, автоматизация будет активна. Если мы меняем на false, она будет пассивна. Каждая автоматизация — это тоже сущность, которую можно включать либо выключать. Так как у меня это все-таки не рабочий сервер, а учебный, то по понятным причинам все автоматизации будут выключены. Вот такой будет false. Однако я оставлю пример, как должна выглядеть эта строка для того, чтобы автоматизация была активна при запуске системы. Все, теперь начинаем нашу автоматизацию. И первый блок это обязательный, это триггер. Объявляем его. Вот, его состояние вложенности ровно такое же, как строки инициализации и как alias, если не считать дефис. И у нас будет в качестве триггера, например, однократное нажатие на бинарный сенсор. Это кнопка, круглая кнопка Xiaomi. Мы обрабатываем платформу событий Xiaomi Akara Click. Если это событие в триггерах у нас будет единственное, то вот этот дефис мы можем не ставить, автоматизация будет работать. Однако, если у нас будет несколько вариантов событий, то дефис нужен. Поэтому я предлагаю по умолчанию ставим его всегда. Так оно будет работать в любом положении, либо одно, либо несколько. В качестве примера я приведу то же самое событие, однократное нажатие на кнопку, только уже для кнопок, подключенных через платформу ZigBee to MQTT, через стик. Здесь мы используем платформу состояний, сенсор кнопки, который называется сенсор техническое имя и клик, и переход в состояние single. Это однократное нажатие. Каждое из этих условий триггера это равноправная полностью сущность и находится на одном уровне вложенности. Дефис помним, потому что несколько платформ. В этой автоматизации, это будет у нас простенькая автоматизация, пропустим у нас платформу condition и сразу откроем action. Action это действие. То есть по выполнению правил триггера, здесь у нас используется логическое или. В этом случае будет отслеживаться нажатие на кнопку, подключенную через шлюз, либо на кнопку, подключенную через стик. У нас сработает сервис switch toggle, это переключение состояния на некий switch, например, выключатель, реле, либо розетку. Розетка, если была выключена, включится, если включена, выключится. Самый простой вариант. Сохраняем. Теперь давайте перейдем к более интересным и сложным вариантам. Более сложная автоматизация, которая будет использоваться для управления светильником и включением его в заданном состоянии. Начало то же самое. Alias это у нас название. Я все эти автоматизации в этом файлике буду называть со слова Unit 8, чтобы легче было их искать. Назову ее включение света днем. Почему днем, сейчас станет ясно. Состояние при загрузке, здесь все то же самое. Теперь, что у нас будет триггером? В качестве триггера для включения светильника мы будем использовать беспроводный выключатель Akara. Триггер объявили.
Итак, это у нас будет нажатие на правую клавишу, вот сущность правая. Однократное нажатие на правую клавишу выключателя Акара. Также для тех, кто использует USB стик и платформу ZigBee, то MQTT, я буду дублировать то же самое абсолютно, но при использовании на этой платформе. Здесь у нас будет состояние сенсора этого выключателя, состояние write. Это означает, что нажата правая клавиша. Здесь у нас отдельная сущность, здесь у нас отдельное состояние. В этом их отличие. Кроме этого, я надеюсь, всем понятно, что если вы используете только выключатель через шлюз, то у вас будет вот такая вот система. Если у вас стик, то будет только такая. Я просто даю расширенные примеры. Вернемся. Часто мы хотим, чтобы свет загорался по движению, поэтому давайте добавим датчик движения. Здесь все то же самое. Для датчика движения, подключенного через шлюз, будет использоваться платформа событий, на этот раз Xiaomi Akara Motion движение. И будет отрабатываться движение, генерируемое неким motion сенсором, датчиком движения. Такого события motion нет для платформы ZigBee to MQTT. Здесь мы просто будем отлавливать состояние датчика движения, так он называется на этой платформе, состояние включено. Он становится включенным, когда регистрирует движение. Так, давайте чуть-чуть прокрутим, чтобы было удобнее. И теперь будем использовать уже второй необязательный блок, но нужный в этой автоматизации блок условий. Итак, первое условие у нас будет состояние. Эта автоматизация, после того, как сработает один из перечисленных нами триггеров, должна проверить условия. В частности, это состояние светильника некоего в системе, оно должно быть off, выключено. Если светильник будет включен, эта автоматизация не сработает. Также, что немаловажно, будет проверяться еще условие времени. Автоматизация будет работать только с 8 утра до 9 вечера, поэтому я, собственно говоря, назвал ее включение днем. После того, как у нас произойдет какое-то из событий, нажатие на выключатель, либо генерация события движения, проверяется условие. Если светильник выключен и у нас дневное время, тогда мы приступаем к третьему разделу Action. В этом самом разделе мы будем включать наш светильник, который выключен был, и передавать ему значение 100% яркости днем, ну и, например, нейтральной цветовой температуры. Для включения в ночное время будем использовать копию этой автоматизации, только дадим ей свое имя, включение ночью. Здесь все то же самое событие, абсолютно нажатие на правую клавишу, либо так, либо эдак. Точно такая же генерация движения, либо на сенсоре через шлюз, либо на сенсоре ZigBee to MQTT. Первое условие такое же выключено, а второе условие уже с 21 до 8, то есть в ночное время. И в ночное время мы будем генерировать то же самое действие включения света, но уже с яркостью в 50% для ночного времени. Ну, можно либо 10%, можно несколько таких сделать автоматизаций для разного времени. Это просто пример. То есть с 8 до 9 включаем на 100%, с 9 до 8 на 50%. С включением мы разобрались. Давайте как-то разберемся, как выключать наш светильник. Делаем автоматизацию на выключение света. Здесь я уже не разделяю день или ночь, выключаться будет оно в любое время суток. Та же самая используется платформа событий, нажатие на правую клавишу выключателя. Платформа состояний для выключателя, подключенного через ZigBee to MQTT. А вот выключать нам надо не по движению, а по его отсутствию. И причем не просто так, состояние off, а, например, в течение 3 минут. Помним, что, например, для датчиков движения Xiaomi Akara переход в состояние off осуществляется через 2 минуты после регистрации последнего движения. То есть 2 минуты для перехода в состояние off и потом еще 3 минуты, всего 5 минут. Эта автоматизация сработает через 5 минут после отсутствия движения. Причем для датчиков и через шлюз, и через стик оно будет одинаково. Просто название через шлюз Motion Sensor, а через этот самый Capacity. Все, в остальном эти триггеры абсолютно идентичны. Дальше мы открываем раздел Condition.
Здесь, сейчас я чуть-чуть сдвину. Нас интересует только одно условие, это включенный свет. Если он выключенный, то и выключать нам нечего. Время суток любое. И если у нас все совпадает, либо нажатие на кнопку, либо отсутствие движения в течение 5 минут при включенном светильнике, тогда запускаем экшен выключения света. Тут никаких параметров передавать не надо, просто его выключаем. Так, сохраняем. В следующей группе автоматизации будем использовать таймеры. Для тех, кто пропустил урок номер 5, я покажу. Таймеры — это сущности, которые запускаются и длятся указанный промежуток времени. Прописываются они в файле configuration YAML. Вот они. Вынесены в отдельный файлик timer YAML. И вот они. Здесь объявляется техническое имя таймера vent. Сущность будет называться timer.vent. Имя, любое имя на каком, как хотите, кириллицей, спецсимволы, что хотите, это friendly name. И его duration, длительность в секундах, в данном случае 10 минут. Для того, чтобы таймер применился, инстанс нужно перегрузить, по-другому не будет. Я уже это сделал. Вот давайте проверим по слову vent. Вот у нас находится сущность timer vent. Длительность по умолчанию 10 минут. Возвращаемся. Давайте попробуем его использовать. И почему именно vent и зачем этот таймер я здесь придумал. Создаем новую автоматизацию. Вот я ее назвал vent on, вентиляция, как уже многие догадались. Для ее запуска вручную будем использовать тип клика нажатие на две кнопки одновременно. Здесь указывается сущность для выключателя через шлюз. И тип клика обе кнопки. Для выключателя через стик используется тот же самый сенсор, он один для всего выключателя. И тип нажатия обе кнопки. Также будем использовать дополнительный триггер. Он будет выглядеть идентично и для сенсоров через шлюз, и для сенсоров через стик. Это цифровое значение сенсора влажности выше 70%. То есть банально эта автоматизация будет включать у нас вентилятор, если у нас влажность выше 70%, либо ручной запуск. Запускать нам нужно только в одном случае, если у нас switch. Это, например, выключатель. Здесь у меня левый он. Это проводной выключатель Акара, который управляет обычным вентилятором вытяжки, например, в выключенном состоянии. Если у нас совпадает триггер нажатия, либо влажность выше 70% и выключатель выключен, тогда у нас начинается действие автоматизации, и здесь их два. Первое. Это запуск таймера. Я здесь ничего не передаю, поэтому на 10 минут, как мы его прописали. И включение свитча управляющего вентилятором. Одновременно запускаются сразу две сущности. Таймер на 10 минут и вентилятор, который начинает вытягивать воздух. Сохраняем. И естественно, если у нас есть автоматизация, которая включает вентилятор, нам нужно его выключать. Здесь триггеры те же самые. Нажатие на две кнопки настенного выключателя Акара. Кроме этого, у нас все-таки дом умный, пусть выключает вентилятор сам по событию завершения таймера. То есть, если мы вручную не выключим раньше, то через 10 минут, либо 20-30, сколько укажем в этой сущности, он автоматически по событию таймер финиш выключится. Для того, чтобы он выключился, нам нужно, естественно, условие того, что он вообще в принципе включен. Иначе зачем нам его выключать? И только в этом случае у нас переходит к разделу Action. Action – выключение вентилятора, но еще есть один момент. Не забываем про таймер. Если мы выключим вентилятор вручную, то зачем нам будет таймер тикать дальше? Потому что вентилятор уже выключится. Поэтому если у нас ручное выключение, таймер тоже отменяется. Если таймер завершается, вот это событие, то в общем-то и отменять нечего. И выключение, собственно говоря, вентилятора. Давайте рассмотрим еще один пример автоматизации, которая вполне применима в быту и используется именно в таком виде, в котором я сейчас ее покажу. Эта автоматизация актуальна для владельцев умных люстр Philips. В отличие от люстры E-Light, у этих люстр нет опции, которая запрещает включение света после возобновления питания, что приводит иногда к самопроизвольному включению света тогда, когда это не нужно. Поэтому будет вот такой сценарий.
автовыключение из состояния unavailable, недоступно. Если, например, у нас пропал свет, и люстра перешла в состояние unavailable, потом свет включили, и она из этого состояния перешла в состояние включено, Home Assistant будет ее определять сначала так, потом эдак, тогда она автоматически выключится. Если она перейдет из состояния off в on, нормальная ее работа, эта автоматизация не сработает. Здесь конкретно два состояния: из недоступно в включено. И такая автоматизация помогает, когда, например, среди ночи моргнул свет, люстра у вас включилась, как только она словит Wi-Fi и будет управляться Home Assistant, она сразу же выключится. Это удобно, и эта автоматизация может быть использоваться четко вот в таком ровном виде. Для применения созданных или измененных автоматизаций нам не нужно перегружать весь инстанс. В конфигураторе, точнее теперь уже в файл-эдиторе, это можно сделать, выбрав опцию Reload из этого меню. Нажимаем. Все, автоматизации наши все уже применились в системе, это можно проверить. Переходим в меню состояний. И вот, автоматизация .unit 8. Все наши 7 автоматизаций, которые мы только что создали, вот они есть. И так как у всех указан state false, здесь написано состояние off, выключено. Их можно либо включить вручную, либо если у нас будет указан статус при инициализации true, они все будут включены по умолчанию. Так, давайте теперь перейдем к скриптам. Как я уже сказал, скрипты — это отдельные сущности, они тоже прописываются в Configuration YAML. Вот они. Ровно такой же принцип. Обратите внимание, что здесь везде вот указан такой путь: include dir merge list, а тут merge named. Толком объяснить не могу, почему так, но скрипты работают вот именно при таком указании, поэтому будьте внимательны. В остальном принцип тот же самый. Все файлы с расширением YAML, которые находятся в папке include script, будут у нас рассматриваться системой на предмет скриптов. Давайте по аналогии с автоматизациями назовем наш файлик unit 8. Только будет он находиться в папочке script. Окей. И вот наш свежий файл. Так, как выглядит скрипт? Начало скрипта, его техническое имя, так он будет выглядеть в системе. Здесь тоже лучше использовать правило: маленькие буквы латинского алфавита и нижнее подчеркивание вместо пробелов, никаких точек. Alias тут уже это friendly name, тут можем писать что угодно. Кириллицей, спецсимволами. Оно будет в системе ровно так. Это дружественное имя. И дальше объявляем раздел Sequence, последовательность. А раздел последовательность — это у нас не что иное, как Action автоматизации. Вот, например, включение света люстры с яркостью 100%. Абсолютно тот же синтаксис, все то же самое, как в экшенах автоматизации. Только это у нас самостоятельная сущность, она может использоваться и вручную прямо из интерфейса. Так как у нас были автоматизации на включение с яркостью 100% и 50%, сделаем такие же скрипты. Здесь у нас full 100% и здесь у нас medium 50%. А также скрипт на выключение. Для того, чтобы эти скрипты применились в системе, нам тоже не нужно перегружать инстанс. Нажимаем здесь Reload Scripts. Все, скрипты перезагружены. Проверяем их в меню состояний. Вот наши 3 скрипта, они уже готовы. Их можно использовать. Давайте их проверим на ручной запуск в Lovelace. Вот у нас есть страница светильников. И давайте расположим его. Сделаем карту вот здесь под этой картой. Открываем файл-эдитор. Lovelace. И находим вот наши светильники. И здесь создаем новую карточку. Вот тоже Entities. И здесь перечисляем 3 наших скрипта. 1, 2, 3. Сохраняем.
Перезагружаем. И вот у нас включение на 100%. Вот оно включилось. На 50%. И выключение. Кроме ручного запуска из интерфейса, мы еще можем использовать эти скрипты в автоматизациях, что позволит их оптимизировать. Каким образом? Давайте вернемся в наш раздел автоматизаций и сделаем 8-ю, последнюю на сегодня автоматизацию. Итак, представим себе обычную задачу. У нас есть выключатель, который по нажатию должен включать светильник, но с заданной яркостью и цветовой температурой, а по повторному нажатию выключать. Используем тот же наш, например, правую клавишу, либо левую, какую укажем, настенного выключателя Акара в триггерах. Начало у нас абсолютно одинаковое. Кондиции использовать не будем, а в экшенах будем использовать шаблон. Как он будет выглядеть? Запускается сервис выполнения скрипта, а какой именно скрипт будет выполняться, будет зависеть от условий. Здесь мы пишем data template, это значит у нас шаблонное значение. Шаблон будет выбирать сущность, которая будет запускаться. Если состояние нашего светильника выключено, то запустим скрипт включения на полной яркости. А если включено, то запустим скрипт выключения. Таким образом, у нас вместо двух автоматизаций, в которой был бы одна condition выключена и включить, и второй автоматизации, где при condition включено и выключить, мы можем использовать только одну автоматизацию, где у нас в разделе экшенов, благодаря использованию вот такого шаблона и уже прописанных скриптов, в нем уже прописано, с какой яркостью и цветовой температурой включать светильник, мы можем использовать вот такую более оптимальную конструкцию. Это один из самых простейших шаблонов. Также у нас здесь довольно простые конструкции как автоматизаций, так и скриптов. К более их сложным, я бы так сказал, гибким версиям мы неоднократно будем возвращаться в будущих уроках. На этом я 8-й урок буду заканчивать. Думаю, что информации было более чем достаточно как для одного урока. Думайте, экспериментируйте, создавайте, оптимизируйте. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!